Привет, друзья! Зовут меня Артемий Троицкий. Это вопросы и ответы из цикла «Популярная советология». И сегодняшняя тема у нас стукачи, доносчики и всякое такое прочее. Довольно мало пришло, как-то ни странно, комментариев на эту тему. Но поговорить об этом все равно надо. Во-первых, одна такая важная концептуальная штука. Пишет один из наших комментаторов, что вот в Германии там как заметят, что сосед купил слишком дорогую машину, тут же на него стучат в налоговую полицию, дескать, непосредством живешь. Или там, в общем, всякие такие вещи, всякий такой бытовой стук, за громкую музыку в том числе и так далее. И значит, западные обыватели, они стучат ничуть не меньше российских, и какая же это, дескать, свобода и демократия. Смотрите, в общем-то, я тоже на это обратил внимание уже давным-давно, с тех пор, как стал часто бывать и даже проживать за границей. Один у меня был очень типичный случай, поэтому я его расскажу. Я ехал с своим другом, с одним англичанином, музыкантом, кстати говоря, рокером-авангардистом. Ехали мы с ним по провинциальной Англии, и в какой-то момент нас обогнала на большой скорости машина. Как только она нас обогнала, мой приятель не поленился, взял мобильный телефон и позвонил в полицию и сообщил им, что значит, такая-то, такая-то машина, там какой-то Range Rover или там что-то еще, с примерно, значит, таким-то номером и такого-то цвета едет с большим превышением допустимой скорости, имея в виду, что надо его остановить, оштрафовать и так далее. Мне это как-то сильно не понравилось, и я ему говорю, что как же так, ты же доносишь, ты же снитч, ты же стукач, как так можно? То есть моя воспитанная советской действительностью антистукаческая, антидоносческая гордость взыграла. На что мне этот ник, значит, говорит, что, то есть как-то так. Ты видел, с какой скоростью он ехал? Он может создать аварию, слава богу, что он нас не сбил. Может, он пьяный вообще. Нет, о таких вещах надо докладывать. В общем-то, каждый остался при своем мнении, потому что у каждого был совершенно разный, так сказать, культурный бэкграунд. Честно говоря, у меня нет какого-то окончательного ответа на этот вопрос, то есть с точки зрения морали, может быть, прав я, с точки зрения закона, несомненно, прав был мой английский друг. И единственное, что я тут могу сказать, в оправдании Запада, это то, что темы стукачества, конечно, разные. То есть там принято стучать в налоговую, принято стучать по каким-то таким сугубо бытовым, финансовым и так далее вещам. Но, естественно, никакой ни англичанин, ни немец не стал бы стучать по поводу того, что вы слушаете не ту музыку, что вы читаете не ту литературу, что вы молитесь не тому Богу и так далее. То есть стука на какие-то идеологические темы, политические темы, я думаю, там практически не бывает. Если бывает, то крайне редко, и это крайне нетипично. Поехали дальше. Да, значит, тут имеется какой-то персонаж, который пишет довольно много в последнее время. Я как-то его игнорировал, но он меня уже достал, потому что из ленты в ленту в комментариях он пишет одно и то же. Значит, зовут его, тут латинскими буквами написано, Константин Трушкин. И этот Константин Трушкин и в комментариях по поводу МВД, я уже не помню, писал ли он по поводу КГБ, и в комментариях по поводу стукачей пишет, значит, о том, что я был внештатным сотрудником МВД,
Ну, соответственно, значит, естественно, доносил, значит, на то, на сё. И, значит, пишет при этом как бы с таким опломбом и некоторой уверенностью, что, значит, это факты, и это все имеется в архивах. Слово «факты» и «архив» пишется, значит, заглавными буквами. Значит, я могу сказать, что если вы так уверены, что это все имеется, значит, в архивах, вот, и что это факты, значит, вы имеете к этому доступ, Константин. Если вы имеете к этому доступ, ну давайте, выкладывайте. Выкладывайте эти факты, выкладывайте эти архивы, будьте любезны, ознакомьте с ними меня и широкую общественность. Поскольку я уверен, что вы этого не сделаете, поскольку нет никаких таких фактов ни в каких архивах, то я смею предположить, что вы мудак и подлец. И прошу больше не высовываться. Я спрошу тут у людей, которые сведущие во всякой электронной технике, можно ли вас заблокировать. Если окажется, что можно, вот, то я попрошу их это сделать. Очень много всяких историй. Ну вот, скажем, начнем с такой. Человек с ником «Нет войне» пишет. Тут кто-то уже сказал, что тема стукачества раскрыта мною, раскрыта по-обывательски. Ну да. Но в защиту Артемия я хочу сказать, и слава богу, что Троицкий профи в других вопросах, а не в этих. Я, как человек, имеющий прикосновение к этой теме, поясню и дополню. Первые отделы, имеется в виду КГБ, создавались только госбезопасностью. У милиции своих таких не было. А вот в самой милиции, как и в других ведомствах, такие ГБшные отделы были и есть. Вернее, сейчас это называется кураторы, открытые содержатели агентуры. А также на самых важных участках работают товарищи из АПС, аппарат прикомандированных сотрудников, занимающие реальные функциональные должности и получающие зарплату и тут, и там. При этом они продвигаются по службе, как специалисты. Например, один КГБшник по линии Минобразования из действующих кураторов стал АПСником, замдиректора Росакредагентства. А со временем стал директором, а сейчас возглавляет целое министерство. Это один из классических примеров. Такие есть во всех госструктурах и госкорпорациях. Что касается нынешнего открытого стукачества, то, что мы видим, в скобках «открытые жалобы и обращения», это своеобразная реклама и пропаганда, специально инспирированная. Цель этой рекламы – пробудить массовое стукачество. По мнению ГБ, ну ФСБ сейчас, разумеется, это явление сейчас недостаточно развито. Кроме того, сейчас добавился новый феномен – анонимки, подготовленные ГБ, МВД и другими, но подписанные реальными людьми, должниками, поднадзорными, отмазанными и прочее. А вот тайное, без расшифровки личности, осведомительство как было, так и осталось. Но опять же деградировало. Если раньше к конфиденциальному сотрудничеству привлекали на идеологической основе, в своеобразном понимании справедливости, на общих с опером интересах, то сейчас это преимущественно компромат. Более того, на основных знаковых должностях, в органах, в том числе на генеральских, спокойно сидят только те, на кого есть тот самый компромат. Эти люди, несмотря на свое положение, строчат доносы, ход которым пока не дают, на своих руководителей, министров и их замов. Та же схема работает и ниже, но чем ниже, тем меньше интереса у ГБ. Там другие падальщики подбирают. Эта тема весьма обширна и подлежит отдельному исследованию. На полноту раскрытия в этом комменте не претендую. Ну, что я могу сказать? Это все очень интересно. Спасибо большое. Зачитал весь комментарий. Еще один комментарий. Я пожил и в СССР, и сейчас еще живой. Согласен, что в СССР в 60-е и 80-е годы, если разоблачали стукача, то это был полный позор. А сейчас стучат, потому что людям поощряют это. Ведь когда вернулись со сталинских лагерей, страна не осудила стукачей. Так что нечего удивляться. Так, поехали дальше.
пишут, что стучали, например, на гомосексуалистов. Очень может быть. Но, в общем-то, в СССР же была уголовная статья за мужеложество. Вот. Ее, правда, как мне кажется, очень редко использовали, но если надо было кого-то прихватить, если надо было на кого-то настучать, может быть, по совершенно иному поводу, совершенно с сексом, там, гомосексом, не связанную, то вспоминали про эту статью и начинали ее раскручивать. Еще один комментарий. Первые отделы, они же секретки, были далеко не везде, но их функции с успехом осуществляли отделы кадров. И, кажется, в приказном порядке. Кроме того, у каждого предприятия был свой куратор от КГБ, который через секретки и кадры вполне официально получал необходимые сведения. Мне кажется, ничего не поменялось. Дальше пишут. В 80-е годы студентам-стукачам платили. Ну, не знаю, я не знаю. Студентам, ну, может, и платили, но я думаю, что это было не очень характерно, не очень типично. А если и платили, то скорее платили им какие-то подотчетные деньги. То есть, ну, вот, условно говоря, я рассказывал о том, как я определял стукачей по тому, какие они были как бы обеспеченные, гостеприимные и так далее. Собирали у себя дома компании, кормили всех бутербродами, накачивали чаем, там, а иногда и алкоголем и так далее. Соответственно, вопрос, откуда у этих там бедных студентов или несчастных хипарей там, или панков-меломанов были такие деньги? Вот я думаю, что вот тут вот вполне как раз могли быть эти подачки от органов. Расскажите, пожалуйста, про отдел по борьбе с хищениями, про ОБХСС. Ну, в общем-то, про ОБХСС я ничего не знаю, но то есть ОБХСС это было, естественно, отделение Министерства внутренних дел, и занималось оно всяческими коммерческими операциями. Поскольку никогда не был предпринимателем, коммерсантом, цеховиком, да и даже крупным спекулянтом, в общем-то, я с ОБХССниками не сталкивался по жизни никогда. Вот интересный вопрос. Кого было больше, тех, кто сдавал, или тех, кто оболгал? Ну, то есть, среди стукачей было ли больше тех, которые там писали там какие-то реальные вещи, или те, которые просто, значит, хотели насолить соседу или еще кому-то? Ну, опять же, мне трудно тут, естественно, статистики на эту тему нет, вот. Но рассуждая чисто логически и психологически, я бы сказал так, что стукачи такие штатные или подневольные, то есть те, кто вот были стукачами, они, конечно, старались сообщать органам ГБ или МВД правдивую информацию, потому что имена их были известны, и всегда можно было от них потребовать, чтобы они эту информацию верифицировали, подтверждали. Эту информацию можно было проверить, и если окажется, что это клевета, то, естественно, стукачу, в общем-то, вряд ли за это объявят благодарность и так далее. Так что думаю, что вот эти они сдавали реально. А вот кто занимался клеветой и обалгиванием, так это вот всякие эти стукачи-доброхоты, особенно стукачи-анонимы. Потому что, ну, их имена неизвестны, с них взятки гладкие. Вот. Ну и пойди там потом проверь, там, кто это правда или нет и так далее. Так что думаю, вот примерно таким образом обстояли дела. Ну и в заключение, значит, такой комментарий. Артемий, при всем моем уважении, вы ничего не знаете о стукачах, в скобках барабанах. Кстати говоря, не знал я такого термина для обозначения стукачей. Я, как бывший опер УР,
УР – это уголовный розыск, вам могу это сказать. Но правда, при всем уважении, тема силовиков СССР – это не ваша. Это как «Красная жара» с Арнольдом. Ну, смотрите, значит, юзер B1 и так далее. Если вы можете эту тему как-то интересно раскрыть, ну, напишите, я обещаю, что, может быть, даже специально под вас придумаю какие-нибудь вопросы и ответы для того, чтобы процитировать ваши откровения на эту тему, потому что, разумеется, мои познания в этой области, они очень поверхностны. Разбираюсь я в этом плохо. Как и все в популярной советологии, это все плавает как бы по волне моей памяти, да. Вот что помню, что видел, что слышал, что чувствовал, то пересказываю. А вот всяких этих структурно-аналитических глубин я, разумеется, не знаю, к сожалению. Но есть другие люди, которые это знают, имеется серьезная литература на эту тему, там, от Олега Калугина до Андрея Солдатова. Вот. Если вас это интересует, то читайте на здоровье. Ну, а если вы будете делиться со мной какими-то интересными данными, вот вроде тех, что я зачитал чуть раньше, то всегда буду рад и благодарен. Спасибо большое. Зовут меня Артемий Троицкий. Извините, если что не так. Вам всем всего наилучшего и до новых встреч на полях популярной советологии. Пока!